Всем привет, меня зовут Евгений, вы уже освоились с платформой MetaTrader 5. Вы можете открывать графики, добавлять к ним индикаторы. Если не можете, давайте потратим 1 минуту, чтобы разобраться с этим вопросом. У нас открыт MetaTrader 5. У меня уже, как видите, открыт график евро-доллар. Но чтобы было понятно, мы создадим новый. Значит, нажимаем в обзоре рынка на паре евро-доллар и нажимаем окно графика. У нас в черной расцветке, давайте изменим. Открываем цвета, цветовая схема, Color on White. Далее то, что мы будем показывать на графике. Показывать линию Ask, разделитель периодов, почему бы и нет. Тиковые объемы нам не нужны, пожалуй, достаточно. У нас таймфрейм 1 час, давайте сделаем 15 минут. Начнем с трендового индикатора, например, скользящая средняя, она же Moving Average. Мы выбираем период, стандартный 20, пусть так и остается. Уровни нам в данном случае не нужны. Выбираем простую скользящую среднюю. Для нее будет красный цвет, сделаем немного потолще. И расчет будет вестись по цене закрытия. Нажимаем ОК. Вот мы построили скользящую среднюю. Теперь добавим Relative Stretch Index, он же RSI, стандартный период 14. Оставляем цвет Dark Blue, уровни остаются стандартными 30 и 70. Нажимаем ОК. Уровень RSI построился. Добавим еще одну скользящую среднюю, но с периодом 12. Она также простая, но выбираем цвет синий. Далее объемы. Добавим обычный объем. Уровни нам пока не нужны. Нажимаем ОК. Вот объемы добавились. Итак, мы разобрались с вопросом подключения графиков, и теперь мы поднимемся на следующий уровень. Мы не будем искать выигрышную стратегию, а вместо этого разберем, как построить свою. От наблюдений к четко формализованным правилам, чтобы не просто интуитивно понимать рынок, а иметь четкий алгоритм, понятный и человеку, и роботу. Давайте рассмотрим анатомию стратегии. Любая стратегия состоит из 3 ключевых блоков. Во-первых, это условия входа. Это то, что должно произойти на графике, чтобы сделка открылась. Например, пересечение скользящих средней или значение RSA выше определенного значения при соответствующем объеме. Второе – это условия выхода. Что должно произойти на графике, чтобы сделку закрыть? Например, цена достигла цели в 100 пунктов или по индикатору скользящей средней 20 рынок развернулся. Третье. Риск-менеджмент и фильтры. Сюда можно отнести трейлинг стоп, стоп-лосс или же не торговать, например, за полчаса до выхода каких-то важных новостей. Эти элементы нужны не только для торговли, но и для кода. Алгоритм должен воспринимать все однозначно. Давайте откроем MetaTrader 5. И выберем график Евро-USD. Сделаем таймфрейм 1 час и добавим SMA 10 и SMA 20. Что мы уже сделали ранее. Разве что мы сделали 12, давайте заменим на 10. Возьмем вот эту точку. Напоминаю, что синяя линия это SMA 10, а красная SMA 20. Мы видим пересечение, это и есть точка входа. Но она не обманчивая, как если бы вы сказали, что цена растет, а однозначная, которая говорит о том, что цена выше, чем SMA 10. Давайте установим точку в момент пересечения. Но так как обычно мы входим на следующий свече, то можно установить немного дальше. RSI находится в диапазоне от 30 до 70. Давайте разберем. Индикаторы бывают 3 типов. Во-первых, это трендовые. Например, это скользящая средняя, которую мы уже установили. Как я уже говорил, она может быть простой, экспоненциальной. Далее, например, полосы Боллинджера. Давайте тоже установим стандартный период 20, отклонение 2. Давайте кратко рассмотрим варианты входа в сделки для трендовых индикаторов. На графике слева приведена SMA 20. Вообще вариантов входов по SMA существует множество, поэтому и рассматриваем разные вариации в процессе этого урока. Например, ранее мы строили 2 скользящие средние. В этом случае мы фиксируем их пересечение. В данном случае, когда SMA только одна, мы наблюдаем за пересечением цены именно с ней. Здесь вы видите возможную точку входа, где цена пробивает SMA 20. В этот момент мы выполняем продажу. На графике справа мы видим полосы Боллинджера. Этот индикатор тоже можно интерпретировать по-разному. Мы использовали стандартные настройки с периодом 20. Таким образом, центральная линия повторяет движение скользящей средней. Мы можем входить, например, когда цена пробивает центральную линию.
но чаще применяется пробой нижней или верхней границы, своего рода поддержка и сопротивление. Вообще, интерпретация данного индикатора зависит от ваших наблюдений, где вы найдете корреляцию. Напомню, что в чистом виде при применении только трендового индикатора вы рискуете уйти в минус, так как он дает много ложных сигналов, которые нужно фильтровать. Далее рассмотрим осцилляторы. К ним можно отнести уже установленный нами индикатор RSI, а также, например, один из популярных — это стохастик. Выбираем снова стандартный период и нажимаем ОК. Теперь рассмотрим RSI на примере, а также добавим немного дополнительной информации, скажем пару слов о линиях поддержки и сопротивления. Сперва по RSI. На графике цена снижается, при этом в какой-то момент RSI снижается ниже порога 30. Это говорит о том, что высока вероятность разворота либо отскока, а также может быть уход во флэт, он же боковой тренд. Линии поддержки и сопротивления подтверждают этот тезис, так как в момент перепроданности по RSI мы видим достижение нижней границы построенного нами тоннеля, после чего рынок ушел в боковой тренд. Этот тренд в большинстве случаев продолжается до границы уровня сопротивления, после чего либо пробивает его и разворачивается, либо продолжает движение, в данном случае по нисходящему тренду. Далее рассмотрим объемы. Также ранее мы уже установили один график объема, и я думаю, что здесь все вполне прозрачно. Так вот, рост объема на покупку или продажу, он подтверждает движение. Давайте снова возьмем пример. На графике вы видите, что когда началось снижение цены, объемы резко выросли. В это время RSI был выше 30, но ниже 70. Значит, вероятность снижения цены очень высока. Как результат мы видим снижение цены до нижней границы, то есть до уровня поддержки и до перепроданности по индикатору RSI. Здесь хотелось бы сделать ремарку, что эти индикаторы не гарантируют ни в коем случае движение по определенному тренду. Либо если объемы подтверждают движение, это абсолютно не значит, что на 100% рынок пойдет именно в эту сторону. Для этого и ставятся стоп-лоссы, которые, если не предотвращают потери, то они как минимум их снижают. Также не рекомендуется чрезмерно перегружать стратегию. Обычно хватает 2-3 индикаторов, чтобы оценить движение рынка. Также необходимо учитывать таймфрейм. Для среднесрока обычно применяется таймфрейм 1 час. Для более активной торговли подходит 15 или 5 минут, хотя обычно выбирают 15 минут, так как по сравнению с 5-минутным таймфреймом на нем меньше шумов. Выбирайте индикаторы, которые отражают именно вашу гипотезу о рынке. Тогда стратегия будет логичной как для вас, так и для алгоритма. Теперь перед вами стоит задача превратить наблюдение в алгоритмическое правило. Напоминаю, что это не готовая стратегия, а лишь примерная структура, пригодная для анализа и автоматизации. Давайте приведем пример. Условием входа будет экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20. Величина RSI не должна превышать 70, а также объем должен быть выше среднего за 20 свечей. Условия выхода: Take Profit 100 пунктов, а Stop Loss 50 пунктов, а также не открывать сделку за 30 минут до выхода каких-то важных новостей. Откройте график. Представьте, как бы вела себя стратегия на истории. Не просто работает или нет, а можно ли ее как-то закодировать? Есть ли какие-то спорные моменты? Например, давайте построим экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 20. Уберем линии Боллинджера и уберем простую скользящую среднюю. У нас остаются RSI и объем. Стохастик нам также не нужен. Например, рассмотрим данную точку. Условия входа соблюдаются. Мы можем посчитать 20 свечей. Мы можем сказать, что в этой точке за 20 свечей объем выше среднего. На самом деле он вообще самый высокий за этот период, и мы можем открыть сделку. Никогда не стремитесь к идеальной формуле. Сначала создайте понятную структуру, а потом дорабатывайте ее. Теперь я предлагаю вам создать какую-то свою простенькую стратегию, например, на основе двух скользящих средних. Например, одна может быть экспоненциальной, другая простой, ну или любые другие варианты. Поиграться с периодами, открыть график в MetaTrader и попробовать подобрать для себя подходящий таймфрейм. Это может быть час, 15 минут или даже дневной. Попытаться найти логику в работе, попробовать определить какие-то паттерны.
Записать их в блокнот или в заметки, описать вашу стратегию словами. Примеры уже были приведены ранее, и я не вижу смысла дублировать эту информацию. Пролистайте график назад, найдите 5-10 точек входа, проверьте, где стратегия вызвала сомнения или, возможно, имела какую-то неопределенность во входе. Вам нужно найти любую неопределенность, которая возникла, и попытаться ее устранить. Если не получается, ничего страшного, в любом случае в процессе обучения это будет сделано вами. На данный момент это не горящая задача. Проверьте, сколько было прибыльных входов в сделки, где логика дала сбой, какие правила нужно уточнить. Вообще на данный момент это не проверка эффективности вашей стратегии, это проверка ее структуры. Мы ставим цель понять, можно ли перевести вашу логику в работающий алгоритм. В следующих уроках мы разберем, как перевести эту стратегию в код на языке MQL5 и сделаем его как основу для торгового бота. Здесь мы не создаем код ради кнопки «Заработать». Мы создаем системы, которые можно анализировать, масштабировать, улучшать. И если вы добрались до этого момента, то вы уже не просто трейдер. Вы разработчик торговой логики. Увидимся на следующем уроке. Присоединяйтесь к Telegram, регистрируйтесь на сайте. До встречи!